Приветствую, друзья! За последние сутки у русской армии на поле боя существенное продвижение, и на данных картах можно заметить, на каких конкретно участках фронта все это дело происходит. Ну и, собственно, помимо этих продвижений, конечно, нужно отметить сейчас вот ключевые такие сражения в городской застройке. Это, конечно же, Константиновка. Сейчас там в пригородах уже вовсю идут бои, и уже передовые части русской армии зашли в Константиновку. Такая же история и, собственно, с Покровском, ну и, естественно, с Купянском. Ну и, конечно, все эти вот бои сейчас для натовской ЧВК ВСУ, мягко говоря, не очень выгодные, потому что на самом-то деле при вот таких атакующих действиях русской армии и уничтожения, собственно, логистики, это очень большие потери. Режимники Зеленского, в свою очередь, вынуждены на своих картах также публиковать успехи русской армии, хоть и стараются их, конечно же, максимально ограничить, и это все равно вызывает вот конфликтологию между натовским генштабом ЧВК ВСУ и вот этими натовскими аналитиками, которые, собственно, просто, ну, мягко говоря, противоречат заявлениям натовского генштаба, с учетом того, что у них всегда все нормально и все хорошо, и они отбивают все атаки русской армии. Параллельно с этим русская армия сейчас ведет полноценную охоту 24/7 за натовскими операторами дронов. Это приоритетная цель, и поэтому этих негодяев регулярно накрывают, в том числе и тяжелыми различными ракетами. И вот на кадрах можно заметить, что случается с различными вот домами, где натовские операторы дронов обычно прячутся. Ну а вот в небе сейчас также идет полноценная охота за натовскими дронами, и особенно разведывательными типа Mavic. Ну и на кадрах можно заметить, как специализированный наш русский дрон с учетом специального троса, он фактически вот атакует натовские дроны и, подлетая сверху, просто, собственно, этим тросом ударяет в лопасти натовского дрона, и таким образом удается, как можно заметить на кадрах, очень даже результативно с этими натовскими дронами бороться. Ну и, естественно, сейчас вот подобного рода тактик на поле боя очень и очень много. ВКС РФ при этом активно работает авиабомбами с модулем коррекции планирования. Вот, например, руины укрепрайона натовской ЧВК ВСУ в Дружковке. Ну и также, конечно же, дорогу на Краматорск сейчас натовские наемники максимально стараются укрепить и закрыть ее различными сетками. Вот такие вот фотографии есть уже в социальных сетях, и там, конечно же, инженерные работы ведутся режимниками Зеленского очень и очень в таком авральном режиме, с учетом того, что туда уже, конечно, регулярно долетают наши российские дроны. Ну и, конечно, с учетом того, что подобные сетки против артиллерии особо никак не спасают, очевидно, что перед, собственно, прилетом российских дронов сначала работает артиллерия, делая дырки, собственно, в этих самых сетках. Ну, а дальше уже прилетают дроны и, собственно, садятся в режим засады. Ну, а дальше все мы видим интересные кадры, которые приходят конкретно по уничтожению натовской техники. Из интересного можно добавить, что под Киевом сегодня ночью было очень и очень громко, потому что железнодорожный состав, который перевозил боеприпасы для натовской ЧВК ВСУ, вдруг случайно взорвался в прямом смысле слова, причем взорвался так, что, конечно же, детонация вторичная слышалась очень и очень долго. Ну и, собственно, еще несколько даже железнодорожных составов, которые рядом стояли, также очень серьезно повредили. Один из них был пассажирским, и, собственно, там пассажиры в шоке, но, слава богу, все нормально, мирные жители не пострадали. И, очевидно, здесь нужно поблагодарить наших партизанов, которые активно работают в направлении обнуления потенциала натовской частной военной компании ВСУ. При взрыве очень серьезно пострадала железнодорожная колея и, конечно же, различные контактные сети железнодорожные, и на кадрах также это можно заметить. Тем временем натовская ЧВК ВСУ вместе с спецслужбами США и Британии, ЦРУ и МИ-6, а конкретно, конечно же, их украинским филиалам, сейчас активно наносят удары по Ленинградской области. И, собственно, конечно же, приоритетные цели – это различные НПЗ и, собственно, газо- и нефтеперекачивающие различные станции. И сейчас туда, конечно же, стараются бить, кстати, не без помощи прибалтов, потому что территорию Прибалтики, конечно же, блок НАТО использует для того, чтобы наносить удары по Ленинградской области. Ну и, конечно же, там на территории Прибалтики постоянно дежурит натовская разведывательная авиация, которая вычисляет слабые
слабые места нашей российской системы ПВО. Орудуют в Ленинградской области также и натовские диверсанты, которые, конечно, стараются минировать различные железнодорожные узлы и пускать под откос поезда. И буквально вот ночью также был пущен под откос один состав, и там около 15 пустых нефтяных цистерн также, собственно, сошли с рельсов, и данные фотографии уже, конечно же, есть в социальных сетях. А это в первую очередь говорит о том, что сейчас все больше и больше нужно применять беспилотники, наши разведывательные, для того, чтобы мониторить даже и железнодорожные пути, которые являются приоритетными, и, естественно, чтобы диверсантов, которые там работают, можно было выявлять на ранних стадиях и, естественно, соответствующим образом по ним отрабатывать уже нашим правоохранительным органам. А вот западная пресса уже объявила о том, что за последнее время наш российский ВПК увеличил выпуск дронов аж в 9 раз. И эти все параметры, конечно же, вводят в шок различных аналитиков, которые рассказывают, что вроде как российская экономика должна-то лежать в руинах после невероятных глобальных американо-британских санкций, с учетом еще и Евросоюза. Но очевидно, что все эти аналитики, мягко говоря, плохо выполнили свою работу. И сейчас мы видим, что русская экономика наша показывает просто очень и очень серьезные темпы развития, особенно, конечно же, в сфере ВПК. Ну и, естественно, Китай также к этому имеет напрямую взаимодействие и причастие, потому что, как-никак, основные станки для нашего ВПК идут сейчас именно с Китая. Ну а пока в недорехе рассуждают, когда же прилетит орешник по Верховной Раде, и с трибуны этой самой Верховной Рады уверяют, что он обязательно прилетит рано или поздно, мы видим, что госсекретарь Рубио конкретно уже, очевидно, обозначил, что в Польше все не так однозначно с атакой якобы российских дронов, и нужно еще разобраться, чьи эти были дроны и почему страны Евросоюза так активно требуют от США каких-то радикальных действий на подобного рода залет дронов, при этом ограничиваясь различными бравурными заявлениями в сторону Российской Федерации. Это, конечно же, американских коллег или партнеров, как они их там называют, очень серьезно, настораживает. Ну и, естественно, предполагает наличие двойного дна у таких польских заявлений и, конечно же, это якобы атаки российских дронов. Однако политика Польши сейчас многовекторная, мягко говоря, потому что, очевидно, на фоне таких дебат с Соединенными Штатами сейчас Польша просто перекрывает свои границы с Белоруссией и уже блокирует конкретно и автомобильные различные переезды, и, конечно же, сейчас уже начали блокировать железнодорожные колеи, потому что, очевидно, это самые главные такие экономические артерии, которые соединяют Беларусь, Российскую Федерацию с территорией Евросоюза, и сейчас, очевидно, Соединенным Штатам очень и очень важно полностью физически отрезать и Беларусь, и Российскую Федерацию от стран Евросоюза для того, чтобы максимально ограничить товаропоток и, конечно же, нанести максимально жесткий удар по российской и белорусской экономике. И сейчас Польша в этом плане является таким локомотивом, потому что фактически польское руководство сейчас делает у себя на границе самую настоящую такую стену, железный занавес в прямом смысле слова, с колючей проволокой, автоматчиками, танками и всем остальным. И, естественно, это все будет иметь очень серьезные экономические, в первую очередь, последствия. Естественно, как и для самой Польши, потому что Польша лишится просто огромных денег с учетом подобного рода действий. Ну и, конечно же, это ударит по Беларуси и по Российской Федерации. На этом фоне в самой Польше, например, глава МИДа Сикорский уже публично дискутирует в отношении того, что неких гарантий безопасности натовскому недорейху Зеленского, очевидно, дать западные страны не могут, потому что никто не хочет воевать против русской армии официально в открытую, потому что всем известно, чем это закончится. Ядерный апокалипсис почему-то, как мы видим, западные страны не готовы развязывать. На площадке Организации Объединенных Наций Анна-Лена Бербок от Германии уже даже предложила альтернативу введения миротворцев Организации Объединенных Наций, так называемых голубых касок. Но также состав этой
этой миссии очень еще в подвешенном состоянии, потому что, конечно же, западные страны не могут ввести голубые каски Организации Объединенных Наций на территорию натовского недорейха без согласия Российской Федерации, потому что Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности ООН. И, собственно, без голоса России, очевидно, такую операцию провернуть будет невозможно. Ну и, конечно же, состав вот этих вот так называемых миротворцев ООН должен быть еще утвержден Россией. Ну и, конечно же, в этом составе миротворцев ООН не может быть априори военных со стран НАТО. На этом фоне все громче звучат заявления, кто же все-таки будет платить за содержание натовского недорейха, потому что уже всем очевидно, если англосаксы будут затягивать с переговорным процессом и не идти на уступки Российской Федерации, то нужно будет оплачивать следующий 2026 год боевых действий. А это по различным подсчетам как минимум 120 миллиардов, собственно, долларов. И эта цифра, она не из потолка будет браться, потому что ее нельзя просто взять да и напечатать. В первую очередь нужно обеспечение под эти 120 миллиардов долларов конкретными вот товарами. И в первую очередь это, конечно же, и вот военная техника, и снаряды и так далее. А это все-таки, знаете, черная дыра для фактически натовского ВПК и натовских экономик. Именно поэтому сейчас такая ожесточенная дискуссия идет в отношении того, кто будет финансировать натовский недорейх. И очевидно, здесь ключевую роль играют такие страны, как Венгрия, Словакия, Франция, Испания, Италия, которые очень серьезно покупают российскую нефть и газ. Ну и Соединенных Штатов Америки это, конечно же, не устраивает, потому что при таких раскладах, очевидно, очень проблематично будет, собственно, англосаксам в целом одержать какую-то существенную победу или найти существенные ресурсы для финансирования натовской ЧВК ВСУ, потому что их финансируют, как мы видим, очевидно, страны Евросоюза по остаточному принципу и далеко не в полном объеме. Ну а, конечно же, это серьезно будет сказываться на обрушении линии фронта и на скорости продвижения русской армии, которая будет, естественно, возрастать. И поэтому сейчас между собой американцы с британцами и странами Евросоюза пытаются выяснить, а как же найти компромисс, как же отказаться от российской нефти и газа. Ну и, конечно же, в этом плане страны Евросоюза идут в полный отказ. Во всяком случае, пока. Однако есть процесс, который полностью устраивает США. Это конкретно геноцид палестинцев в секторе Газа. И там сейчас авиация режима Нетаньяху делает то, в чем они, собственно, профессионалы, а именно уничтожают мирных жителей в секторе Газа вот такими вот ударами по жилой застройке. И сейчас вот все дома, которые имеют более чем 5 этажей, просто подвергаются авиаударам. А насколько там живут мирные жители, не живут мирные жители, это абсолютно никого не волнует, потому что авиация режима Нетаньяху просто скидывает бомбы, которые в неограниченном количестве сейчас поставляются из США. Ну и как результат мы видим, конечно же, под этими грудами обломков погребены просто тысячи, а то и десятки тысяч мирных жителей, палестинцев, женщин, стариков и детей. США для того, чтобы показать безнаказанность режима Нетаньяху, сейчас публично демонстрирует свой уже новейший бомбардировщик стратегический Б-21, который вот недавно уже начала выпускать американская корпорация. И очевидно, вот уже 2 борта активно тестируются, и не случайно сейчас фотографии в таком большом разрешении уже идут для того, чтобы у Трампа были вот такие козыри в виде данных фотографий, показывать, что, мол, если вы вздумаете режим Нетаньяху как-то ударить, то, естественно, эти американские новейшие бомбардировщики будут использоваться именно против той страны, которая сможет вот режиму Нетаньяху нанести существенный урон. И в первую очередь эти вот все сигналы рассчитаны, конечно же, на Иран. А вот с экономикой у США сейчас очень все плохо обстоит, потому что за последнее время вот на этой инфографике видно, что потребление нефти Индии и Китаем увеличилось, но Соединенными Штатами и Евросоюзом уменьшилось. Это обозначено в первую очередь схлопыванием экономик, ну и, конечно же, сейчас бурным развитием экономики в Китае и в Индии. И в этом отношении это существенное укрепление, конечно же, стран БРИКС. Ну и стоит добавить, что при этих всех процессах
процессах сейчас самый главный удар наносится по доллару США, потому что как резервная валюта сейчас доллар США уже, мягко говоря, особо никому не нужен, и от него избавляются в прямом смысле слова. А это все-таки обрушение той самой американской мощи, которая сейчас с каждым днем просто очень серьезно теряет. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами. А также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал и на канал в мессенджере Мах, нашем российском национальном мессенджере. Ссылка на него также находится в описании под этим видео. До скорого.